Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать вам, как я закрываю петли резинки 1 на 1 иглой до эластичного и аккуратного края. Я знаю, что многие новички сталкиваются с проблемой закрытия иглой, потому что теряются в петлях. Так вот, если вы будете повторять за мной все действия и проговаривать про себя их последовательность, как это делаю я в этом видео, то, я думаю, проблем у вас больше не будет. Суть метода заключается в том, чтобы имитировать вязание нитью, проходя иглой через петли так, словно вы продолжаете вязать. То есть мы соединяем попарно лицевые и изнаночные петли. Итак, нам понадобится игла, и обрезанная рабочая нить должна иметь длину примерно 3 окружностей изделия. Теперь протягиваем нить в иглу и начинаем. Я связала маленький образец резинки 1 на 1. Ряд у меня начинается с лицевой петли. Мы будем попарно соединять лицевые и изнаночные петли. Обратите, пожалуйста, внимание, что у меня лицевые петли лежат правыми стенками вперед, а изнаночные правой стенкой назад. Если у вас петли лежат по-другому, то лучше их переснять, так как у меня, чтобы понять принцип закрытия. Итак, начнем. Вот они, 2 лицевые. С этой пары мы будем начинать. Но первый стежок у нас будет в изнаночную петлю. Сзади входим в изнаночную петлю от себя. Это будет наш первый стежок. Протягиваем иглу от себя и затягиваем нить. Теперь будем соединять пару лицевых петель. Вот первая и вторая. И теперь запоминаем. С лицевой стороны в первую лицевую петлю мы входим от себя иглой. Кончик иглы от себя. Во вторую петлю мы уже входим иглой к себе. Кончик иглы на себя. Итак, входим в первую петлю от себя и снимаем ее на иглу. Во вторую петлю входим в нее к себе и протягиваем рабочую нить. Рабочая нить у нас всегда под спицей. Подтягиваем. Так, переходим на изнаночную сторону. Теперь мы будем соединять вот эти 2 изнаночные петли. Входим в петлю, в первую изнаночную к себе и снимаем петлю со спицы. Во вторую входим от себя, кончик иглы от себя, протягиваем рабочую нить. Рабочая нить остается под спицей. Подтягиваем, переходим на лицевую сторону, опять соединяем 2 лицевые. Итак, входим в первую лицевую от себя и снимаем ее со спицы. Во вторую лицевую входим к себе. Протягиваем рабочую нить. Переходим на изнаночную сторону. Соединяем 2 изнаночные петли. Входим в изнаночную первую к себе и снимаем ее со спицы. Во вторую от себя. Протягиваем рабочую нить.
Опять переходим на лицевую сторону. Входим в первую петлю от себя и снимаем ее со спицы, во вторую к себе. Протягиваем рабочую нить. С изнанки входим в изнаночную к себе, снимаем со спицы, во вторую от себя. Опять переходим на лицевую сторону. Первая лицевая, входим от себя и снимаем петлю со спицы, во вторую к себе. Переходим на изнаночную сторону, соединяем 2 изнаночные. Первая петля к себе, снимаем ее со спицы, вторая изнаночная от себя, протягиваем рабочую нить. Давайте еще раз лицевые от себя, снимаем со спицы к себе, протягиваем рабочую нить, переходим на изнанку. Первая петля к себе, снимаем ее со спицы, вторая от себя. Мы постоянно повторяем в уме ход действий. На лицевой стороне от себя петлю сняли к себе. Рабочую нить затянули. На изнаночной стороне к себе петлю сняли от себя. Таким образом закрываем все петли. Постоянно повторяем: на лицевой стороне от себя петлю снимаем к себе, на изнаночной стороне к себе петлю снимаем от себя. Я подхожу уже к концу ряда, заканчиваю закрытие петель. Вот у меня 2 лицевые я соединила, на спицах осталось 3 петли. Сейчас мы соединяем с изнаночной стороны 2 изнаночные. Так, переходим на изнанку. Первую петлю снимаем к себе, вторую протягиваем иглу от себя. И теперь у меня на спицах 2 петли. Одна лицевая, одна изнаночная. Нам их сейчас нужно будет соединить с первой нашей петлей, которую мы уже закрыли. Берем вот эту вот лицевую и соединяем с дужкой первой петли, которую мы провязали. Итак, входим от себя и к себе за правую дужку первой нашей провязанной петли, то есть первой закрытой петли. Подтягиваем нить. Так, теперь у меня осталась одна изнаночная. Мы входим в нее иглой к себе и ищем первую нашу изнаночную петлю и за ее дужку входим от себя. И затягиваем. Вот такое закрытие у нас получилось. Теперь осталось только спрятать ниточку.
Ее можно затянуть под петли закрытия. Вот по кромке вставляем иглу, протягиваем нить. Теперь можно этот кончик еще обрезать, немножечко подтянуть, и таким образом кончик полностью спрятан. Я надеюсь, у вас все получилось и у вас больше не возникнет никаких проблем при закрытии резинки иглой. Спасибо за внимание, до новых встреч!